we need to consider what happens to the other people in our lives besides ourselves. Нам очень важно рассматривать, что происходит с другими людьми в наших жизнях, помимо нас. Other than ourselves. Что в их жизнях происходит, что не связано с нами. You see, because what other people demand from us and want from us help us define who we really are. Когда другие люди что-либо хотят от нас или что-либо требуют от нас, это помогает иногда нам лучше понять, кто мы и чего мы сами хотим. And then after a while, I И think потом через некоторое время a person might find that this whole thing is really just kind of silly. человек может обнаружить, что вообще это все такая глупость. And it may be because by that time, all these values have become a part of you. Может оказаться, что это будет для человека уже такое пустяшное дело, поскольку все эти ценности действительно уже становятся его частью. And then now all these decisions are pretty much automatic and they're a habit. И к этому времени все эти решения, которые человек принимает, происходят автоматически, уже являются в некотором роде привычкой. And you don't have to look up on your chart to see what decision you need to make. И человеку не нужно смотреть на свою схему для того, чтобы принимать то или иное решение. And the chances are that you've grown quite a bit in your values and very likely you've earned the respect of other people too. И вероятность высока, что человеку к этому моменту удается возрасти в своих ценностях и также получить больше уважения от других людей. So that's the pleaser pyramid. Any questions or вопросы about that? Это пирамида Плизера. Есть ли у вас вопросы на эту тему? It was fun for me. Это было интересно для меня, весело рассказывать об этом. Если человек говорит, я не хочу кого-то разозлить, а говорит, я не хочу кого-то обидеть, огорчить, это одно и то же или нет? Yes, I think so. About Да, the same. я думаю, да, примерно то же самое. It's really disapproval. It's when the mouth goes down instead of when the mouth goes up. Это, по сути, не одобрение вместо одобрения. То есть, когда у нас улыбочка наверх, уголки рта, или они направлены вниз. Нет, в случае не одобрения. The person might not be angry. They might not even be offended. They might just be disappointed a little bit. Поскольку человек может не злиться, он может не обижаться, он может даже быть просто слегка разочарован. But the pleaser is so sensitive that they are afraid to hurt anyone ever in any way. Но плизер настолько чувствительный, что он не хочет ранить кого-либо вообще когда-либо. Можно ли использовать пирамиду, если у человека есть, допустим, у плизера проблемы, с тем, насколько он может помогать, как две пирамиды? Что есть на данный момент, и мне это приносит дискомфорт. И пирамида, возможно, если было бы вот так, к чему стремиться. What kind of pyramid? It might be a lot to ask a person to do all at once. Может быть, для человека это будет чрезмерной задачей сделать две такие пирамиды, сразу. It might be overwhelming. Это может быть чрезмерно сложная задача для него. And maybe we should even start with a smaller pyramid and not even include everyone. Возможно, в работе с человеком стоит начинать даже с меньшей пирамиды, которая не будет включать всех людей в его жизни, самых значимых. Just 2 or 3 maybe. Может быть, даже 2 или 3 для начала. You know, my boss wants this, my husband wants that. Мой босс хочет этого, в то время как мой муж хочет того. Когда мы читаем Библию, там много говорится о том, что мы должны угождать Богу. В Библии говорится много о том, что мы должны угождать Богу. Много стихов пишется о том, что мы должны угождать Богу. Но если плизер — это его зависимость, скажем так, как здесь быть? I think it's important to please God. Я думаю, что это важно угождать Богу. I think, well, ultimately, or in the end, В конечном итоге, I think God deserves everything we have. Господь заслуживает всего, что у нас есть. Now, some people might have a hard time giving God anything. Для некоторых людей сложно отдавать Богу вообще что-либо. And actually, an exercise like this might help them realize that they're not giving God very much at all. И упражнение, подобное этому, может помочь человеку осознать, что он не отдает Богу вообще ничего. But then also, we have different ways of interpreting the commands of the Bible that we hear from the Bible. Но у нас также есть разные подходы к интерпретации
того, что нам говорится в Библии о том, что мы должны делать. Or you might be misunderstanding what God is demanding from us too. Или, может быть, в каких-то случаях неправильное понимание того, что Бог требует от нас. I think something like this I'd want you to use in a flexible way that could be useful. You know your clients better than I do, obviously. Вы знаете своих клиентов лучше, чем я, и я бы хотела, чтобы вы пользовались этим инструментом, находили такое полезное применение для него. But just to say that some people are very, very sensitive and very, very afraid to, well, it's to take responsibility. Ну, некоторые люди очень чувствительны и очень сильно боятся реакции других. Ну и тут мы говорим просто о том, чтобы человек брал на себя ответственность. And this helps them get some structure in how to make those decisions. И это помогает лучше структурировать принятие решений. Especially in a social world that we live in, where there are many demands from many directions. В особенности в социальном мире, в котором мы живем, где есть много требований с разных сторон. And it helps have some order in their lives. И это помогает иметь больший порядок в жизни. And also, like I said, sometimes we get to see that maybe I don't love God as much as I thought I did. И иногда подобная работа помогает нам осознать, что, возможно, я не так сильно люблю Бога на самом деле, как я думал. Because I care more about what my neighbor thinks of me than what I know God thinks of me. Потому что я больше забочусь о том, что обо мне думает мой сосед, чем я знаю, чем то, что Бог обо мне думает в соответствии с тем, как я это понимаю. Okay. I want to at least introduce another diagram for you. Я хочу сейчас вам показать еще одну диаграмму. It's called the iMessage. Она называется «Я послание». Are you familiar with the iMessage? Вы знакомы с «Я посланием»? Okay, good, thank you, good. So the way I say it may be different from the way you've heard. Возможно, то, как я это понимаю, немножко отличается от того, как вы слышали раньше это используется. But I think you'll notice three things on three different lines of this message. А вы заметите три разных аспекта на трех разных линиях, посвященных этому «Я» сообщению. That speak to three different parts of our personalities. Которые отражают три различные части нашей личности. And these are the three things that I think psychology mainly deals with. И это три сферы, с которыми, как мне кажется, больше всего имеет дело психология. The first of these things is our behavior, what we do. Первый аспект — это наше поведение, это то, что мы делаем. The second thing is our emotions, how we feel. Второй аспект — это наши эмоции, как мы себя чувствуем. And the third thing is the things that we think or believe. И третий аспект — это то, что мы думаем или то, во что мы верим. And I think that pretty much sums up psychology, the things that we think or feel or do. И это в большей степени обобщает всю психологию. То, во что мы верим, то, что мы чувствуем и то, что мы делаем. Now the iMessage is a way for us to, again, to kind of put some structure on our communications with other people. Я послание — это одна из стратегий, которая помогает структурировать нашу коммуникацию с другими людьми. And especially our negative feelings. И в особенности наши негативные чувства. One of the things you'll see is that I think the iMessage helps us to admit that these are our feelings and that our feelings are our problem. И один из аспектов, то, что вы заметите, сводится к тому, что мы видим, что наши чувства отражают, что это, наши чувства — это наши проблемы. Are you familiar with using this in marital therapy? Знакомы ли вы с тем, как использовать эту стратегию в супружеской терапии? When you try to get spouses to talk with each other Когда вы стремитесь к тому, чтобы помочь супругам говорить друг с другом about their feelings, об их чувствах. right? One of the reasons we do that is so that the communication is clear about how it is and why it is that these feelings exist. Одна из причин, почему мы делаем это, связана с тем, что мы стремимся построить четкую коммуникацию между тем, как мы это делаем. How do we, can you say last part of what you just said? Why our feelings exist? Why we have these Связано feelings? с ответом на вопрос, почему у нас возникают те или иные чувства. Because very often the kind of communication that people give to each other is negative.
Потому что очень часто коммуникация, которую люди строят друг с другом, имеет негативный характер. How many have heard couples say, "You make me feel so angry"? Кто из вас слышал, как супруги говорят друг другу: ты меня очень злишь, ты делаешь так, что я чувствую очень много злости. So if I'm gonna translate that sentence, Если я переведу это предложение, the sentence means that I'm angry because you exist on this earth. это предложение означает: я очень злюсь, потому что ты вообще существуешь на этой земле. Or that there's a direct link between your behavior and my feelings. Или что и существует очень прямая связь между твоим поведением и моими чувствами. And I have no mind at all. И у меня вообще нету головы, я вообще, соображения у меня отсутствуют. Right. The only person with a mind in this room is you, and I don't have one. И ты вообще единственный человек в этой комнате, кто что-то соображает. Я вообще не способен соображать. So what the iMessage does is it helps to connect our feelings with what we think or believe, or I will also say value, the things that are important to us. Maybe the value might be the most important part. Послание помогает строить мост между тем, что я думаю, что я чувствую, что я ценю. Because values Потому что ценности are the things that really motivate us. Это то, что нас на самом деле мотивирует. The things that are really important to us. То, что для нас является действительно важным. Like, for instance, doing things right. К примеру, то, как правильно что-то делать. And I like to believe that I do things right. И мне нравится верить, что я делаю что-то правильно. And that it feels good for me to do things correctly. И что я хорошо себя чувствую, когда я делаю что-то правильным образом. So when you laugh, когда вы смеетесь, when you laugh at the way I wash the dishes, когда ты смеешься над тем, как я мою посуду, I feel sad. Я чувствую, мне становится грустно. Because I like to wash the dishes correctly. Потому что мне нравится, когда мне удается правильно мыть посуду. I might say because I'm very proud. Я могу сказать, потому что я очень гордый. That's just another way to say that. Но это другой способ сформулировать. And then the last line is a request for us to do things a little differently. И следующая линия, следующий пункт посвящен просьбе, в которой мы формулируем в нашей просьбе о том, чтобы делать что-то другим образом. Also, let me say that very frequently we use the iMessage as a means of confrontation. Очень часто мы используем я-послание как способ конфронтации. This is a way for us to bring up a matter or an issue with a person. Это способ того, как можно поднять вопрос или какую-то тему, проблему с человеком. That doesn't have to be an accusation. Который не будет сводиться, этот способ не будет по сути своем обвинением. So the person that we're confronting doesn't have to feel like their existence on this earth is what's causing me pain. И тогда человек, которого мы конфронтируем, не будет чувствовать себя так, как будто сам факт его существования на этой земле приносит мне боль. And that in fact my feelings really are my problem. И человек будет чувствовать себя так, как будто мои чувства — это действительно моя проблема. But I'm sharing my problem with you in hopes that you're going to help me solve my problem. Но я делюсь с тобой моей проблемой в надежде, что это поможет мне решить мою проблему. Now let me put a note at the bottom here. И я тут разместил еще пометку. It only works if the person cares how you feel and why. Что вы можете использовать эту стратегию только если другой человек, с которым вы общаетесь, действительно заботится о том, как вы себя чувствуете и почему вы себя чувствуете таким образом. I've used this device in marital therapy. Я могу использовать этот подход в супружеской терапии. In which the couple did it perfectly. Я могу использовать эту стратегию, и, допустим, пара прекрасно сформулировала все, что нужно в соответствии с этой стратегией. And they said, when you do this, I feel this because. И партнер сказал, когда ты делаешь то-то и то-то, я чувствую то-то и то-то, потому что. The only problem was that neither one of them cared what the other felt.
Одна только проблема может возникнуть, если никто из них не беспокоится о том, как другой себя на самом деле чувствует. So that's an important factor here. The people have to be motivated and want to help one another. Это очень важный фактор. Наличие у партнеров мотивации помочь друг другу. Now let me say something about each one of these lines. The first line is about behavior. Давайте я сейчас поговорю с вами о том, чему посвящен каждый из этих пунктов, каждая из этих линий. Первый пункт касается поведения. Behavior must be observable. Поведение – это то, что мы можем наблюдать. Something that the person is willing to wear. Что-то, к примеру, что-то, что человек готов одеть. Or own, or they will admit, yes, I did it. Или что-то, чем человек владеет, или человек может признать, да, я сделал это. There's no point in confronting someone about something that they deny. Нету смысла, бессмысленно конфронтировать другого по поводу того, что этот другой человек отрицает. And there's no point in saying, when you act like a fool. И бессмысленно говорить, когда ты ведешь себя как дурак. Yeah, I mean that you're already the message isn't going anywhere if you're already calling the person names in the first line. И я послание ни к чему хорошему не приведет, если вы уже начинаете с самого начала обзывать другого человека. So we have to use respectful language about actual behavior the person does. И нам нужно использовать уважительное поведение, когда мы уважительные слова, говорить с уважением, когда мы описываем поведение человека. So, for instance, my wife might say to me, when you don't put the silverware in the little drain box on the drain rack. Когда ты не ставишь столовые приборы, моя жена может мне сказать, когда ты не ставишь столовые приборы в маленькую коробочку там на шкафчике, So that's something I can observe. это что-то, что я могу наблюдать. And say, right, I didn't put them in there, I put them in something else. И я могу сказать, да, действительно, я туда не поместил столовые приборы, я их положил в другое место. All right, now we can move on to the emotion part. И сейчас мы можем переходить к вопросу, связанному с эмоциями. And again, emotion doesn't need to be another accusation. Эмоции не должны быть каким-то очередным обвинением. I feel like you hate me is not a feeling. Я чувствую, что ты, как будто ты, когда я говорю, я чувствую, что ты меня ненавидишь, это не чувство. That's just another accusation. Это очередное обвинение. Or you say, I feel disrespected. Или если вы говорите, я чувствую, что меня не уважают, That's another это accusation. тоже обвинение. A feeling word are about maybe 3, maybe 4. Если мы говорим о чувствах, то тут лучше говорить о 3 или даже, или 4. I feel sad, Я чувствую грусть, I feel angry, я чувствую злость, or I feel afraid. я боюсь. That's probably all you really need. Это, скорее всего, все, что вам здесь нужно использовать. One of those 3 words will probably do just fine. You might say happy. Если вы используете здесь эти 3 слова, их, скорее всего, будет достаточно. Иногда вы можете сказать «счастливый», сюда тоже включить в этот перечень. Because the I message doesn't always have to be negative. Потому что послание не всегда должно быть негативным. And just a word here about the last line. И вот еще одно слово, еще кое-что я хочу сказать по последнему пункту. The last line Последний пункт is talking about what you believe. Касается того, во что вы верите. That how you're put together. Как Господь объединил вас. The things that you think or that you believe or that are really important to you. То, во что вы верите, что вы считаете важным и что действительно важно для вас. So my wife might say to me, when you don't put the silverware in the little silverware box, but instead you lay them out everywhere. Моя жена может сказать мне, когда ты не кладешь столовые приборы в маленькую коробочку, вместо этого разбрасываешь их повсюду. I feel a little angry because I've told you before. Я начинаю злиться, потому что я уже говорила тебе. And it's very important to me that those things are in that little. И я тебе говорила, что все эти вещи, для меня очень важно, чтобы эти вещи лежали именно в этой коробочке. So how are we going to repair this? И как же мы собираемся это исправить? What kind of new agreement can we make about how we're going to wash the dishes so that I can have it better? И к какому новому соглашению мы можем прийти
касательно того, как мы моем посуду, для того, чтобы я лучше справлялся с этой задачей. Okay, I think it's time. Huh? We're about Наверное, мы finished. сейчас уже подходим к завершению этого занятия. If your brain is full and my brain is empty, it's time for us to stop. Если ваш мозг наполнен, а мой сейчас уже опустошен, это значит, что для нас сейчас время остановиться.